Это видео сделано при поддержке моих донатеров Веника и Танкрофта, а также бустеров уровня Мой Герой. Спасибо, Веник. А также Диана Мак и Скальпель за высшую форму жизни, ну и Амир Сусры, Инфинит 2.0 и Студиолетний за бесплатную подписку. Ну что, Соника-фаны, не спали всю ночь ради того, чтобы посмотреть Summer Face в ожидании трейлера новой игры по Сонику? Мы повидали всякое, чему-то были радостно удивлены. И почти в конце выставки, когда все уже устали и пошли спать, скромненько показали нового Sonic X Shadow. И нет, на этот раз не фанфик Такаши, а новую игру Sonic X Shadow Generations. Ну как новую? Ремастер. Хотели мы ее или нет? Очевидно, да. На этой же выставке у Всевышнего брали интервью, и он сказал, что Sonic Team слышит все просьбы Соника-фанов о том, что они хотят ремастер их любимых игр, и поэтому всеми любимая Дженька ее получила. Ну и на подходе где-то скрестилась с ежом темной темы, но, пожалуй, не будем обсуждать меньшинства, а сразу перейдем к их попусканию и анализу всей доступной информации по игре, а в ее уже завалом. На данный момент у игры есть уже 2 трейлера. Один мы давно увидели и уже успели забыть, как и мемы, связанные с названием, а второй нам показали на выставке. Спойлер, нам сзади все заспойлерили. В нем нам показали геймплей с Generations, за классикой и Modern, а также новую часть Shadow. Вообще, как для рекламного ролика этой игры, я должен начать с плюсов, то есть минуты 18 секунд трейлера. Но ты чего? Действительно думал, что я продался и у меня взял рекламу MyBoosty, на котором выходит эксклюзивы, не вошедший контент, подкасты и многое другое. А рецепт приготовления сильных пельменей Милдера, которые были употреблены во время создания ролика, может на моем ТГ-канале, только никому об этом не говори, иначе тебе залетит и женщина забанит. Ну а пока ты пытаешься понять, что тут вообще происходит, я, пожалуй, займусь спортиком и начну делать ролик о том, что в первом трейлере, когда показывали геймплей, была плашка, на которой было написано, что графика с предыдущей игры. А в этом трейлере ее убрали. И на этом все изменения закончились, ведь как я не пытался смотреться, а где изменения? Либо я член компании, создавшей ремастер Colors, либо их действительно нет. Ну ладно, добавили 4К в мультяшную игру по Сонику, класс! Но картинка от этого проработанной не станет. Как было мыло, таким и осталось. Но про графон поговорим позже. Перейдем к части Shadow, ведь эта игра всецело посвящена ему, а не голубым ежам. В первом трейлере были показаны моменты из ШЗХ, как побег с аркой и прочие места, а также глаз Дума, который летал вокруг ежа и пугал зрителя. Также накинули кучу моментов с катсценами, где конкретно на сам геймплей в игре отвели секунд 5. Но там ничего особо интересного нет. А вот второй трейлер — это также возможность самому сыграть один уровень за Shadow и буквально прочувствовать ее на себе. Тут есть что мне тебе рассказать. На этот раз больше уделили внимание геймплею, особенно за Shadow, а также показали классический Generations. Ну как тут без него? Все-таки его ремастер, а не соло-тень. Можно было бы его рассмотреть ближе, ну а смысл? Если на выставке ты буквально смог сыграть на этих же локациях, кроме Kingdom War и Sonic 06, добро пожаловать в классическую Дженьку, а также всеми любимые 2D перспективы, ведь все мы любим эти фишки в 3D Сониках. Хочу как их можно больше. Я сам не был на этой выставке, смотрел все вместе со своей аудиторией на стриме, но мой друг там побывал и за всех нас покатал в ежей. И он высказал свое мнение об этом, которому я всецело доверяю. Он Соникофан еще ярее, чем я, и ранее он заиграл до дыр как и классический Generations, так и ШЗХ, поэтому ему есть с чем сравнивать. Он сыграл на Гранд Хилле за классикой Modern Соника, а также космическую арк-станцию за Shadow вместе с Биолизардом, босс-файтом. Физика, графика, способности Соника идентичны с Generations. Ну, добавили дроп-дэшу классика, изменения глобальные. Играя на этих локациях, он совершенно не заметил никакой разницы. Даже ответвления от путей те же. Отчего с первой же попытки эти локации были пройдены на S ранг. Тут надо остановиться, ведь основной костяк игры — это ремастер Дженьки на новые консоли, ради визуала и прочей лабутени, ведь так? Предыдущие ремастеры выходили на такие игры, устройства которых морально умерли еще в 19 веке, а классическая Дженька релизилась на Xbox 360, PS3 и ПК. В сравнении на актуальное устройство, разрыв 2 поколения. Ну почти. А про ПК помолчим. Помимо замены комплектующих, у них есть армия мододелов, которые меняют игру до неузнаваемости, подкручивая графон, добавляя персов и еще много чего другого, о чем на красном ютубе нельзя говорить.
Графика в играх Соника сильно менялась за года, но начиная с 10-х разницу уже слишком сложно становится отличить. Она просто никак не менялась, переходя из игр в игры. Конечно, в мультяшных играх сложно искать визуальные отличия, но тут есть 3D моделька Соника, покрашенная в один однотонный цвет. Она типа открывает рот с минимальной пластичностью. И все, игра готова. Без детализации героя, без добавления 2D-шной графики, которая уже давно стала неотъемлемой частью таких игр. Но прямо апогей халтурности являются фронты, для которых перетянули кучу старых предметов из игр, которые просто выбивают из игрового антуража, где даже платформы скруглить инди-компания так и не смогла. А это является перспективной игрой. Чего ж тут X? Я по фотожам с ютуба вдруг прямо на выставке сравнивали досконально каждый пиксель игры. И вроде бы находили незначительные улучшения, но нам это казалось. Ботинки Соника все еще проходят через текстуры, объекты на заднем плане все еще детализированы, и живем дальше без оптимизации, чтобы продолжать лагать на слабых ПК. Естественно, на моментах Shadow об этом не стоит говорить, ведь ШЗХ и героев, почему на эти игры узнаешь позже, прошло более 20 лет. Изменения тут очевидны. Жаль, про левел-дизайн я этого не могу сказать. Из представленных гринхиллов, изменениях путей, доработок платформ, естественно, нет. Зачем менять то, что было уже когда-то? Интересно, не новую же игру выпускаем, а ремастер. Шах и мат. Мы против изменений и инноваций, и поэтому держите в игре за 3D-шного Shadow всеми любимые 2D секции. А еще, судя по трейлеру, уровень с рельсами из героев, в котором геймплей сводится к тому, что играя на них уже даже на кнопочки не нужно жать. Раз пару секунд перескакиваю на другой путь, и снова час АФКш, смотря как Ёж будет катиться вместе с рейтингами игры. Ему хотя бы переделали анимации, делая вид, что это не рескин Соника, а полноценный герой, который может использовать имбовый хаос-контроль, упрощая игру до нельзя. Хоумик, вместо которого теперь он телепортируется и бьет вражину, бустится, но при этом не летает на своих ботинках. Интересно, почему? Когда он и падает, то опять не пользуется ими, а планирует, как и Соник. Но при этом в игре не было использовано кучу хаос-способностей из ШЗХ. Оружие отсутствовало, но возможно это позже добавят, хотя я крайне в это не верю. Если бы они были бы в планах, то их уже бы добавили, чтобы разрекламить игру еще лучше. Но у меня такое чувство складывается, будто я пришел ее засирать и убедить не покупать. И давай тогда перейдем к плюсам, что наконец, спустя столько лет мы полноценно можем сыграть за Shadow. Но если кто-то скажет, что он теперь не кусок брутального ежа, вспоминая Sonic Prime, то нет. Только одна сцена, в которой он разбивает обшивку ракеты, ударяется всей силы по самому заряду, который еще не взрывается, говорит сам за себя. Круто! А смысл? Где реалистичность? Зачем? Даже босс-файт один в один по Дженки, но он хотя бы сделан хорошо. Все же лучше, чем оригинал. Хомик за Shadow нормально работает, а не таргетится на все подряд. Сам Лизарди выглядит довольно жутко. Особенно если присмотреться на его жуткие что это? Легкие жабры, на которые противно смотреть. Но это хорошо, не подумай неправильно. При этом еще на первой же локации услышат долгую анимацию атаки Shadow. И при босс-файте она уже будет напрягать со словами: ну давай, быстрее его пробивай. Сколько можно? Я пришел играть, а не смотреть одну и ту же зацикленную анимацию, которой даже вариативности не добавили. А про конкретный уровень за Shadow я скажу одно: он получился отличным. Но прохождение затрачивается в районе 6-7 минут, но при этом ты сначала катишься по рельсам, потом бежишь, ломаешь батников и наконец сражаешься с соком дома. Я не уверен, что на выводе это будет полноценный, а не подробленный уровень, но в него было достаточно интересно играть. Хотя все же мы знаем, откуда была взята эта локация, как и сам платформинг, который все же немного расстроил. Слишком мало вариативности прохождения. Если не успеваешь среагировать и падаешь вниз, то этот путь вскоре смыкается с верхним, отчего мотивация играть лучше становится намного меньше. И при этом ты задумываешься, если только на одном уровне столько активности происходит, то не станет ли он единственным из игры? То есть, в Дженке каждый уровень посвящен конкретной игре. И если побег из космической арк-станции такой длинный, то почему бы ему не стать единственным уровнем из вселенной ШЗХ? А значит, точно будут еще две локации. Это герои и Sonic 2006 года. Босс-файт посвящен вторым приключениям и случаям. Не будет ли так, что это и будет все дополнение классической Дженки? Все три полноценных уровня готовы. Есть босс-файт локация, а значит делать больше и нечего. Либо создавать еще 3 локации и своего босса. Что бы еще можно добавить, где Shadow был играбельным персонажем?
Вот-вот, и я не могу особо придумать. Ладно, вторые приключения. А дальше? Где он еще был полноценным играбельным героем? Ведь после 10-х он максимум появлялся в DLC и не более. Опять-таки возвращается к вопросу цены игры. Возьмем ее базовую версию, без ненужных скинов, барахла и предоплат. Их разборы ты уже видел у других ютуберов. Я читать буду для удобства в тенге, потому что в России она недоступна и за рубли не купить. Классический Sonic Generation стоит 6000 тенге, но при этом Sonic X Shadow Generation составляет аж 22 тысячи. Что мы поняли из ролика? В игре визуальных изменений крайне мало, если они есть вообще. Также старые локации Generations никак не менялись, а значит в неизменном виде они перекочевали и в Икса. Это информация на данный момент. Если они в будущем что-то исправят, то сори. Такаши со мной не делился своими планами. При этом дополнение Shadow привносит новый контент с переделанными графическими локациями старых уровней. Саму возможность сыграть за черного, 3 полноценные локации и босс-файт. Итого получается 18 тысяч тенге. То есть контент дополнения Shadow занимает треть полноценной Generations, но при этом стоит в 3 раза больше. Что-то слишком много числа 3, будто я действительно прочитал мысли Такаши и уже полностью предугадал, что покажут в игре и все локации. Грубо говоря, в расценках стандартной Generations игра должна стоить 8000 тенге. Ты у меня умный, откуда я взял это число, ты поймешь. Но Sega решил настолько прогреть гойчиков, что влупила наценку в 275%, чтобы сравняться по уровню с мастодонтами Фронтирсов и Суперстарс. А мы еще не берем в учет эксклюзивный контент дополнительный 5000, который по факту будет слит в интернет и станет бесплатным в первые же часы. Все мы помним, что Sega объявил этот год годом Shadow. А почему? Потому что она резко вдруг вспомнила про него? Конечно же нет. Все из-за выходящего фильма в конце этого года, где Shadow выступает главным пиар-лицом проекта. От этого Superstars вышел скин с ним, ремастер Generations, где он опять главное лицо. А не кажется ли вам, господа, что в первую очередь это не игра, а пиар-компания Sega по продвижению Соника в кино 3, чтобы в Рождество и Новый год сорвать гигантский куш и поставить себе в офис золотого Соника. Что если бы не было бы фильма, то и не было бы Икса. Сидели бы вообще этот год без игр. Как тебе такая перспектива? И она меня пугает. А с тобой был Андрей Марас, и я не стану отговаривать, либо же наставлять о покупке этой игры. Ведь Denuvo не даст тебе ее спиратить. Это твои деньги, и тебе решать, куда их просирать. Перезали эту игру с DLC, либо же мне донатом, первая ссылка в описании. В любом случае, что Sega, что я направим их на развитие своих проектов, которыми ты интересуешься. Вопрос в том, что получится по итогу на выходе. Отличный проект за 4000 рублей или же полная срамота, за которую будет стыдно всем фанатам. Пока.